Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать на виртуальную площадку Русского дома в Брюсселе. И я с большим удовольствием представляю вам сегодняшнего лектора Виктора Иосифовича Гроховского, профессора Уральского федерального университета, члена Международного метеоритного общества, выдающийся ученый, который любезно согласился прочитать нам лекцию, провести у нас встречу по одной из самых интересных и самых современных тем. Это металловедение, связанное с неземными объектами. Виктор Иосифович, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, уважаемые гости и коллеги. Вот такой необычный сюжет сегодня у нас созрел, связанный с метеоритами. Для этого есть, честно говоря, несколько поводов. Но один из них, что вот произошло 11 лет назад уже такое планетарное событие в России, ну, масштаба действительно планетарного. Это падение Челябинского метеорита, который вот даже такой слоган дал для всех, да. А второе, то, что в Брюсселе уже эту всю неделю идет 86-й съезд Международного метеоритного общества. Ну и это тоже впервые в Брюсселе происходит. Вот фактически эти два факта как-то свели нас всех вместе, поэтому вот такой, ну, лекцию, видимо, публичную лекцию. Я постараюсь тезисно, кратко пробежать по основным вопросам, то есть поговорим о метеоритах, но и о том, что в них правда, а что ложь, потому что на эту тему очень много разговоров, много публикаций и так далее. Средства массовой информации нам зачастую выдают такие сюжеты, что даже не знаю, что с ними делать. Вот несколько примеров, это записано буквально в один день, и, кстати, не сегодня, а давным-давно, что там двойник Челябинского метеорита взорвется в атмосфере Земли. Фейк. А гигантский астероид летит прямо на Землю. Тоже в таком контексте, вот как даны журналистами, это чистейший фейк. К Земле летит астероид вдвое больше там Челябинского. Смотрители в ужасе, в Челябинске поднялся купол над этим самым, да, метеоритом. И так далее, и так далее. Это все фейки, да. В Индии впервые в истории метеорит убил человека. Чистейший фейк. Мы с вами как раз вот в течение лекции, и, ну, я надеюсь, получим данные о том, что до сих пор, так сказать, нет ни одного убийственного действия метеорита. Пострадавших много, убийственных нет. Вторая тема – это астероидно-кометная опасность. И вот есть прекрасная, так сказать, картина, которая представлена в Московском планетарии, которая обобщает здесь многие вещи. Во-первых, размер вот этих тел, которые вторгаются в атмосферу, как часто они происходят. Ну, дальше я вам покажу, к чему это может призывать. Главное еще, да, частота. Вот Челябинский метеорит, вот он где-то вот здесь вот попадает в 19 метров, да, 30 метров раз в 250 лет. Ну, а для Челябинского, по статистике, ну, говорим, примерно раз в 100 лет такое тело посещает, вторгается, во всяком случае, в атмосферу Земли. Так, что немножко. Ну, в России вообще-то в этом плане интересная ситуация, потому что три глобальных планетарных события, они произошли на территории России за 100 лет, за последние. Это известное Тунгусское явление, это Сихотэ-Алинский метеорит, 47 год, железный, ну и, конечно, Челябинский суперболид. Ну, вот действительно 15 февраля 2013 года эти картинки облетели весь мир. Мы дальше, так сказать, потом еще поговорим на это. Вот эту картинку, которая внизу, да нет, вот эту вот картинку, мы, во всяком случае, я увидел этот инверсионный след, находясь фактически за 200 километров от события. То есть из Екатеринбурга мы увидели, так сказать, как это все произошло на Челябинске. Ну, теперь давайте вернемся к другим вопросам. Значит, вещество внеземного происхождения на Земле, ну, во-первых, зачем? Но оно интересно и геологам, и астрономам, и физикам, и астробиология сейчас, так сказать, очень популярна, и материаловедам. Все это можно как раз на веществе внеземного происхождения. Ну, а имеется на Земле, ну, у него не так уж и много. Причем
Ну, конечно, лунный грунт, это наши станции, это американские Аполло, но вот китайцы уже дважды доставили, буквально в конце прошлого года Чаньэ-6 привезли лунный грунт. Это миссии, которые вот запускались и в хвост кометы вещество собирались, и две японские миссии, и американская Сирис Рекс это высадились на астероиды, доставили грунт в небольшом количестве. Космическая пыль достаточно, так сказать, много на Земле, но ее трудно распознать. Ну а больше всего, это, конечно, метеориты. В большом количестве метеориты, как представители типичные внеземного вещества. Давайте немножко пробежимся. То, что есть. Действительно, лунный грунт на Земле. Это и американцы, там 382 килограмма насобирали. Ну, ходили камни, брали там геологи и астронавты. Но наши 3 миссии доставили всего 326 грамм. Но мы в те времена, когда начинали исследования, говорили, какая разница, информацию мы все равно получаем на микро или на наноуровне, что с большого камня, что с такой пылинки. Ну, это где-то близко к истине. Во всяком случае, обмен между американцами и Советским Союзом, ну, примерно равноценный был, где-то вот на уровне 30 грамм. Ну, и 2 миссии китайцев значит, ну, практически первый раз и второй раз 2 килограмма. Конечно, последняя миссия, это уникальная миссия, это впервые лунный грунт доставлен с обратной стороны Луны. Но вот из первой миссии, там 100 грамм Россия обменялась ну, до сих пор пока еще в исследовании не находится в наших лабораториях. Ну, вот так хранятся, вот так хранятся. А в Америке это рентгенограмма на просвет того свернутого жгута Луны 16 просвеченная. Ну, а я хочу остановиться, может быть, в историческом моменте, как наша лаборатория занесло в исследование внеземного вещества. Потому что оказалось, что когда доставили лунный грунт, наш руководитель лаборатории, профессор Минц, убедил академика Виноградова, что самое лучшее знание о металле, которое находится в экстремальных условиях, это у нас на Урале, в лаборатории, которая занималась кавитацией. Ну, я не буду, так сказать, рассказывать, но это, в принципе, большие давления, которые возникают, когда пузырьки ну, того же газа захлопываются на границе с металлом и буквально вырывает оттуда вещество. Ну и, в общем, действительно, все металлические частицы, доставленные нашими станциями, они исследовали в Солнечной лаборатории. Вот эта картинка самой крупной металлической частицы, доставленной с поверхности Луны. Какой, вы думаете, размер? Вот лампочка, груша, максимальный размер у нее всего 6 миллиметров. 6 миллиметров. Ну и была еще одна такая же с Луны 20, вот эта панорама у нас, тоже металл. Это металлические частицы. Ну вот так они были разрезаны в лаборатории, в разные лаборатории разданы. Ну, а дальше оказалось, что природа, это как раз предметом моей диссертации, там, в 70-х годах, что это связано с падением метеорита. Ну и вот так уж сложилась судьба, что дальнейшие интересы, во всяком случае, моей лаборатории находятся в области метеоритов. Ну, что еще можно говорить? Вот программа Stardust, когда запустили аппарат в хвост кометы, да, ну там было собрано буквально 30 частиц наноразмера. Вот видите, там буквально они вот такие вот. Что оказалось интересно? Что по составу они отвечают тоже составу, ну, каменных метеоритов. Ну, миссия Хаябаса, так сказать, вот тоже первая японская миссия на астероиде Такава доставила где-то 1500 микрозерен. Ну, и они сейчас даже, по-моему, готовы раздавать их по всему миру в лаборатории. Вот последняя Хаябаса-2, это уже 5,4 грамма, это совсем недавнее событие. Дело в том, что вот сейчас, которая проходит конференция у нас, вернее, да, ну, там, так скажем, треть докладов, они посвящены, ну, на мой взгляд, это исследование вещества доставлено вот как раз этими космическими миссиями с астероидов, потому что это так сейчас топовая
Ну и, конечно, мы не будем там разбирать, почему высаживались на эти астероиды, они соответствуют определенным типам метеоритам. Вот тут, так сказать, вещество с астероидов как раз, ну, интерес исследования совпадает с исследованием метеоритов. Ну и вот последняя миссия, когда Осирис-Рекс, пролетая мимо Земли, сбросил эту капсулу, да, 121 грамм, это вот сейчас тоже буквально первые результаты сообщались на этой конференции. Метеориты есть и на Марсе. Вот роверы, которые гуляют по поверхности Марса, во всяком случае, нашли уже, по-моему, 5 или 6 только железных метеоритов. С каменными сложнее, потому что там похоже. Но видите, они ничем не отличаются. Вот то, что не были на Сихотэ-линии. Ну, от наших образцов, которые мы собирали, так сказать, на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке. Вот так они выглядят на Марсе. На Марсе один из железных метеоритов. Тоже, видите, марсианский грунт, песок был раздут, а то, что упало с неба, оно лежит как на подложке. Это то же самое, как у нас в пустыне. Вот один из источников накопления метеоритов – это сбор метеоритов в пустыне. Ну, очень похожая ситуация. Похожая ситуация. Ну, несколько, так сказать, еще таких понятийных вещей. Как терминологически не стоит путать там астероиды, метеороиды, пыль, метеор, метеорит. Это все разные, так сказать, понятия. Они отвечают разному временному отрезку в жизни вот этого вещества неземного. Ну, а откуда они берутся? Ну, во-первых, конечно, как мы знаем, наверное, со школьных курсов, что это осколки планеты, которая находилась между Марсом и Юпитером. Но не только это, потому что и кометы поставляют хорошо внеземное вещество, и метеориты, которые так называемые эруптированные, они выброшены с других планет. То есть при ударах, потому что в космосе постоянные удары, выброс вещества, блуждая в Солнечной системе, они могут стать метеоритами. Ну и, конечно, есть вещество, которое осталось даже с ранних этапов формирования нашей Солнечной системы. В космосе полно всяких обломков. Ну, а доказательств этого, я думаю, можно привести очень много. Даже глядя на Луну, видим, что там сплошные кратера, и сейчас уже никто особо не спорит, то ли это вулканы, то ли это падение метеоритов. Они в основном ударного происхождения. Все тела типа астероидов, они сбиты кратерами. То есть высокоскоростной удар приводит к образованию кратера. В самых разных размерах. Я помню, в первом лунном грунте была найден кратер размером всего 1 микрон. Ну, то есть вот, ну, маленькая частица сделала кратер при высокоскоростном соударении. Но обратите внимание вот на этот плюм. Это Юпитер. Это 94 год, когда комета Шумейкера-Леви, она была после прохождения Солнца разорвана на 20 частичек, до 20 частей. И вот эти части этой кометы расстреливали Юпитер. Потому что Юпитер вращается, а до него вот так вот. Так вот, смотрите, размер первого плюма, самого крупного. Вот этот размер соизмерим с Землей. Вот этот плюм – это возмущение. Конечно, там это пробило дырку, это, конечно, поменьше тело, но вот это то, что потом выброшено было вверх, это как раз вот вопросы астероидной безопасности, опасности, вернее, опасности. То есть угроза есть. Угроза есть, никто не отрицает. Да, нет, но не надо только паниковать. Паниковать не надо. Потому что, ну, есть так называемые опасные астероиды, опасные. Есть, так сказать, градация, те, которые вот заходят на орбиту Земли с разных сторон, могут с внешней орбиты пересекать, с внутренней и так далее. Это астрономические данные, мы не будем здесь останавливаться. Ну вот, опасными астероидами считаются те, которые пересекают орбиту на расстоянии от Земли вот где-то 7,5 миллионов километров.
И таких пересечений, ну, каждый день, наверное, сотни. В каталоге, так сказать, я вам покажу больше. Журналистам ничего не стоит взять любой из этих фактов и сказать, что вот летит очередное тело опасное. Хотя, ну, я бы сказал, интересные и опасные, это те, которые, по крайней мере, между Землей и Луной проскакивают. Есть такие, да. Вот это, ну, кстати, этот самый Апофис в 29 году как раз пройдет на расстоянии всего 1/10 от Земли до Луны. Вот это да, это будет событие. Ну, а что же происходит, когда космическое тело вторгается в атмосферу? Ну, есть вот старая картинка, то, что вы наверняка наблюдали, метеоры, когда загадываете желание, там, когда мелкая частица сгорает в атмосферу, это называется метеор. Когда огненный шар вы наблюдаете на небе, да, это болид. Огненный шар может завершиться, и, как правило, завершается дроблением, ну, сгоранием и так далее, на высоте где-то там 10, больше 10 километров. Но есть астероиды, которые из-за размера могут пробить атмосферу, ну и дать уже хорошую астроблему. Вот наиболее ярко, кстати, автор здесь этой картинки. То есть поведение болида в атмосфере Земли, оно очень интересное, разнообразное, и до конца, честно говоря, не понято тоже, потому что тут и высокоскоростные явления, и свечение, и потом уже, которое заканчивается рассеянием вещества по Земле, где искать, и так далее, и так далее. А это вот как раз обобщенная картина, вот, я говорю, один из авторов ее здесь присутствует, если кто-то захочет пообщаться на эту тему. Очень много интересное явление. А вот так выглядят те зарисовки, которые сделаны, мягко говоря, когда не было видеокамер. То есть это и падение метеорита Богуславка в 2016 году. Вот такой метеорит стоит теперь в музее. Вот он раскололся на две части при падении. Ну и метеорит Сихот-Олень в 1947 году, который упал на Дальнем Востоке. Это, конечно, мощнейшее явление. Он образовал кратера несколько, самый большой из них 19 метров. То есть там есть и ударные, ну, большие куски, да, есть. Наш Челябинский метеорит, он как раз тоже дал хороший инвестиционный след. Ну, а доказательств того, что на Земле следы такие есть от падения крупных тел, это тоже не вызывает сомнений. Конечно, у нас атмосфера хорошо работает, защищает от, как на астероидах, там никакой атмосферы, поэтому все дает кратно. Но вот такие кольцевые структуры, вот черными точками показаны эти кратера на Земле. Ну, один из свежих — это Аризонский кратер размером километровый, образовался за счет падения крупного металлического метеорита размером где-то около 50 метров. Вот это в Канаде. Ну, эту тему тоже мы не будем останавливать. Теперь, вот если посмотреть на карту болидов, которые зарегистрированы, ну, а это карта по регистрации инфразвука. То есть есть такие станции, которые контролируют, где происходят какие-то взрывы по Земле. Так вот, красным-то отмечено вот это наше Челябинское событие. Самое мощное, конечно. Хотя тут еще с 1988 года отрезок небольшой, но он показывает документально, что Челябинское событие было самым крупным. Самым крупным. А на самом деле за опасными астероидами, те, которые сближаются с Землей, ведется постоянное, ну как ведется, наблюдение, да, но и открытие. Ну вот здесь вот показатель всего 20 тысяч, это буквально 2 года назад. 20 тысяч таких тел зарегистрировано и находится на контроле. Ситуация, которую 2 недели назад, это уже где-то 35 тысяч. Вот 15 тысяч новых зарегистрировано размером, ну, в основном те, которые уже, так сказать, где-то около 100 метров, крупные, давно за ними ведется наблюдение. То есть это астероиды, которые считаются сближающиеся с Землей и которые могут быть потенциально опасными. Ну, а при вторжении
тела в атмосферу. Конечно, энергия ее расходуется на самые разные явления. Ну, когда вот, может быть, черным показано, это просто абляция, то есть сгорание в атмосфере и выброс дыма. Когда вот примерно Челябинск, да, Челябинск, это уже огненный шар, который вызывает ударную волну. Вы, как знаете, в Челябинске там пострадало очень много людей. Ну, тоже понятной причине. Да. Все бросили с окна, в основном все повреждения были за счет стекла. Ну, конечно, с возрастанием размеров, вот 100-500 метров, здесь уже появляются и кратеры, и выброс вещества, ну и тогда километровые, который привел к вымиранию динозавров, да. Не дай бог нам дожить до этих. Но пока ничего не грозит, я вам точно говорю. Не стоит рассчитывать, что мы попадем в ближайшее время вот в эти вот последние там 3 колонки. Ну и, естественно, в зависимости уже от того, из чего состоят эти тела, они по-разному ведут себя в атмосфере. По-разному. То есть могут упасть целиком, полностью, так сказать. Все зависит от механических свойств. Это нам, как материаловедам, сильно интересно. Или вот рассыпаться, вот, как в Челябинске. Вот видите, вот это вот Челябинские структуры, да, на много фрагментов. Но можно это еще на более мелкие. То есть там выпало, ну, наверное, не знаю, десятки тысяч этих мелких осколков. А вот убийственного действия, я уже говорил, так сказать, не зафиксировано. Известно, конечно, вот попадание, механический ожог женщины в 1956 году в Америке, когда метеорит спящую женщину просто шоркнул, так сказать, и сделал механический, так сказать, ожог. Ну, а попадание в среду обитания, вот этого достаточно. То есть первый случай, 92 год, попадание в автомобиль, это метеорит Пикскилл. То есть он, я говорю, доказательством является событие и метеорит. Ну, сейчас уже много, сейчас я знаю, по крайней мере, штук 5, так сказать, документированных случаев попадания в автомобили. Есть даже почтовый ящик в Америке влетел. Ну, знаете, Бонгало стоит, туда попал фрагмент. Есть такой случай. Ну, дырки в крышах – это типичное явление, фрагменты, когда попадают. Ну, вот совершенно свежее событие. 21 год, Канада. Пробил крышу метеорит, так, он называется Голден, хорошенький, так сказать, кило 200 упал, хозяйка спала рядом. Вот это, на соседнюю подушку приземлилась. Но это уникальный же случай, но все равно все живы. Зато метеорит, даже название у него интересное, Голден. Есть, ну вот, пожалуйста, даже в принтер попал, есть факт 2003 года. Ну, опять же, я, можно сказать, скажу нехорошие слова в адрес СМИ, наших журналистов, да, вот факт, в 2017 году, значит, он, выходец из Индии, увидел дырку в потолке, лежать на полу куски штукатурки, да, но среди них метеорит черный. Вот. Что у нас писали, эту подборку я делал тогда, вот буквально, так сказать, в нашем интернете. Подарок из космоса, ну бог с ним, можно писать. Так, метеорит упал в ванную. Тоже кто может спать? Это все заголовки, вы знаете, как они работают. Факт один, они пытаются чем-нибудь это самое. Метеориты залетают даже в ванну. Ну, туалет одного из домов, это уже, так сказать, новый заголовок. Да? Ну, конечно, шедевр это вот этого. Что туалет притягивает небесные тела. Ну, я хочу показать, что метеориты мест падения не выбирают. Не выбирают. Вот статистика болидов тоже дана. Вот даже по тем данным, которые за 20 лет показаны, но они отличаются по цвету день-ночь. Когда отмечалось 80-летие падения Тунгусского явления, метеорите не будем говорить, Тунгусское явление, на конференции было обнародовано уже 120 независимых версий, откуда это. Там самые фантастические. Там взрыв, облако комаров, там, ну и все что угодно. Ни грамма вещества до сих пор связано, ну доказано, что это связано с метеоритом, нет.
спекуляции будут продолжаться, потому что чем загадочнее все, тем, ну, так скажем, до второго пришествия, когда, может быть, так сказать, удастся это зафиксировать, грамотно зафиксировать и исследовать. Но самое непротиворечивое это все-таки кометная теория, то есть небольшое ядро кометы. Причем, потому что она уже шла от Солнца, да, хвостом вперед. Ну, а вот болиды, как правило, из-за аэродинамического сопротивления, которое от прочности может привести к самым разным дроблениям. На много частей, на мало. Вот это типичная картина сихотэ-линского дробления. Вот. Важно то, что, как правило, такие тела такого размера до Земли не долетают. То есть они, нет, они, в смысле, долетают, конечно. Речь идет о том, что они вот в так называемой точке задержки, это может быть выше 10, там, до 30 километров, они падают по баллистической траектории. То есть они почти что вертикально, либо под небольшим углом. Вот, поэтому отсюда другой вывод. Ну, это уже факты, показывающие вот метеорит Кунашак на границе Свердловской Челябинской области. 30, вот эта вот ось эллипса, 30 километров. 30 километров. Конечно, большие куски улетают дальше, мелочь падает быстрее, но самое важное, что они падают почти вертикально, и в форточки они не влетают. То есть вот, ну, я помню сам пример такой у нас в Екатеринбурге на Уралмаше на пятом этаже, значит, камень пробил стекла и застрял между. Звону было тоже, так сказать, писали все газеты метеорит, но не метеорит, конечно. Не может он лететь в форточку, ну а по веществу, конечно, там никакой не метеорит. Как туда попала, другая история. То ли там от машины закрутило его туда, то ли кто-то пошутил, это уже другие. Но в форточки они не влетают. В форточку может влететь астероид, но, простите, на этом месте тогда будет кратер. И никто уже не зафиксирует это явление. Это точно. Так, ну вот современные возможности — это создание болидных сетей, фиксация с разных точек, расчет предполагаемого места падения, и очень быстро можно, так сказать, отыскать свежее вещество. Вот как раз в нашей лаборатории, вот с помощью, так сказать, финских еще коллег, два таких метеорита было найдено уже после Челябинского в 2014 году, и второй метеорит — это метеорит Озерки. То есть здесь вообще было явление, это в Липецкая область. Хороший болид, зафиксированный с нескольких точек, позволял рассчитать место падения. И вот буквально, смотрите, у нас было падение 21 числа, да, а первая находка 24 уже. То есть пока ребята ехали у нас, 2 дня ехали с Екатеринбурга до Липецка, да, но они в это время считали в Финляндии. И да, дали координаты, и вот буквально сотрудник мой, Гриша Яковлев, так сказать, нашел первый образец. Ну, а потом туда все слетели. Там уже тоже, поскольку это было интересное явление, интересное падение, достаточно много вещества там. Ну, тоже команд очень много было, любителей поискать. Вытоптали все весенние поля там. А вот интересный кадр. Значит, сейчас, конечно, находятся за веществом метеоритов, которое можно связать с конкретным астероидом. Вот когда я говорил, что мест не выбирают, да, падение, вот тот же самый астероид 2008 года, так, он был за 2 дня, астероид захвачен, рассчитана траектория и примерно предсказана. Он вошел в атмосферу над Англии и в Африке в районе Судана приземлился. Вот здесь показано как раз, ну, с тех пор
по-моему, 4. Вот Питер, я почему показываю эту картинку, вот это вот охотник за такими явлениями, Питер Дженнингсон, да? Вот смотрите ситуация. Падение 13 февраля, да, 13 февраля, он в Америке. 15-го он уже здесь и первые находки. А вот здесь, кстати, вот эта картинка, это то, что он на нашей конференции, на нашем съезде об этом рассказывает. Вот он тоже, Питер, стоит, так сказать, и рассказывает, как он охотился за такими метеоритами. То есть сейчас случаи, когда засекают заранее. Ну, небо у нас большое, господи. Все телескопы, они же смотрят в очень маленьком углу, и невозможно все зафиксировать. Ну, вот таких уже случаев несколько есть. Еще один элемент. Метеориты на Земле не взрываются. Ну, ситуация, видимо, понятна. Вот астероид, если он пробьет атмосферу, да, конечно, будет ударное, так сказать, образование кратера, практически взрыв. А падение, ну, в лучшем случае, вы видите, так сказать, может быть механический ожог или там дырка в потолке. А так что сообщение о том, что в Индии метеорит упал и убил там чуть не полавтобуса, да, или прилетело в Пакистане, там, она другая ситуация, вызвала пожары. Мы сейчас вернемся к этому еще тоже. То есть метеориты на Земле не взрываются. Ну, откалываются кусочки, да, при падении. Вот картинка, которую я лично наблюдал, тут болит над Екатеринбургом. В 22 году, тут уже с работы выйдет, так сказать, это главный проспект у нас, Саратовского федерального, и он у нас слева направо пошел. Значит, болиды, тоже ведь огненные шары эти, их нельзя спутать ни с чем, ни с ракетой, ни с самолетом, там, не знаю, там, сказать, каким-то фейерверком, потому что они пересекают небосклон на счет, ну, раз, два, три, четыре, пять, все. Но летят они на высоте, не забывай, десятки километров, там где-то 70, можно начать светиться, так ведь. И поэтому в ясную погоду только видно, конечно, по небу. Это такое ощущение, что он вот тут рядышком упал. Мы вот за этим болидом, мы полгода, тогда еще опыта было мало, мы гонялись. Находили свидетелей, двигаясь на север там, и так далее, и так далее. То есть общаемся с населением, ну, бабушки сидят перед домом, значит, да, говорит, вот он пролетел, мы на другой день на лыжи, он вот у нас в огороде, в лесочке приземлился. Мы от этого места еще, последнее наблюдение было 200 километров от того места. То есть охотники шли, уже вечер был, а вот они как раз над ним еще ушел на север. То есть речь идет о том, что в соседний огород они не падают, это просто геометрия и скорость. Скорость. Типично ситуация с тем же Челябинском. У нас МЧС подняла вертолет и полетела на окраину Екатеринбурга, потому что казалось, что там метеорит Хоба 62 тонны, вы говорили, в Африке лежит кусочек прямо. Даже его не трогают, он, так сказать, вокруг сделали. Ну, либо каменный метеорит. Видите, вот еще каменные метеориты, они имеют особую кору плавления. Она тонкая, она всего 1-2 миллиметра, но это характерный признак любого свежего метеорита, Но внутри он, так сказать, имеет, может быть, имеет самую разную, так сказать, структуру, текстуру и так далее. Варианты Челябинского метеорита. Вот один из хороших крупных кусков, который был найден 23 февраля одной из групп. Видите, она вот замечательно имеет кору плавления. Кроме того, он еще был свежий. Я вам скажу, запах неповторимый. А запах, знаете чего? Литейного цеха. Вот я как металлург по образованию сразу почувствовал, ну вот в литейном цехе, когда, так сказать, делают формы в песке, да, там это самое, вот запах жженого песка. Ни с чем не спутать, ни с чем не спутать. Ну, а еще один моих сотрудников, Миша Ларионов, сказал, так это эти образцы похожи на печеную картошку из куста. Форма может быть самая разная, если он не разрушился, у него действительно как головка снаряда. И особый рельеф, который называется рекмаглипты, ну, вы знаете, это похоже, вот как наделали отпечатков на пластилине. То есть это внешние признаки, но метеориты пожаров не вызывают.
Почему не вызывает? Потому что они падают в лучшем случае тепленьких. Ну, влетает тело. Вылетает тело. Оно вот такое было. 90% может сгореть в атмосфере. То есть за счет абляции и фронт нагрева, он двигается как? Как только расплавились, его тоже сдувает. Вот же такая скорость. И обдув идет. И поэтому, когда прекращается так называемая абляция, вот этого горения, да, остается тонкая корочка, которая застывает. Так представляете, холодная внутренность, да, и очень тонкая. Эти явления заканчиваются на высоте нескольких километров. Естественно, по любой физике, как бы ни считали, никакого огненного воздействия на Землю не будет. Метеориты пожаров не вызывают. Ну, классификации, конечно, мы не будем останавливаться, она очень сложная, банальная, это каменные, железные, железокаменные, ну а дальше подгруппы всякие. Метеориты нельзя ни с чем спутать по структуре. Вот каменные метеориты содержат такие круглые образования, называемые хондрами. Это то вещество, которое с самых ранних этапов формирования нашей Солнечной системы осталось. Да? Тут тоже можно разные теории говорить, как там оно происходило. Это не предмет нашего сейчас разговора. Ну, а вот так вот выглядят эти хондры в срезе под микроскопом. Под микроскопом. Это мы уже заглянули внутрь, потому что внешних признаков их не так много, и население, постоянно найдя какой-нибудь камень необычный у себя в огороде или с помощью металлодетектора магнитного, сразу несут там в лабораторию, вот метеорит, вот метеорит. Нет, вот структура один из главных, я бы не сказал, что окончательный, но главный критерий распознавания неземного происхождения. Железные метеориты – изумительная структура. Тут поле деятельности для меня, как для металлурга, оно самое невероятное, потому что как не метеорит, там новые загадки и так далее. Так, вот вообще изумительный срез метеорита Симчан. У нас сейчас на границе Магаданской области Якутии. Каждый год вывозится сотни килограмм такой метеорита, очень красивый. Туда протарили дорожку многие, так сказать, коллекционеры, флибустеры, как угодно его называйте, там работают по добыче этого метеорита Симчан. Это железокаменный. Есть железная часть, есть каменная. А каменная это вот там вообще оливины фактически ювелирного, так сказать, вида могут быть. Находки, если это не свежее падение, именно находки, они случайные тоже от населения, те, кто работает на земле, те, кто, так сказать, интересуется. Вот ситуация, город Ульяновск, вот эта дорожка, вот эта вот дорожка из порта. Вот здесь на повороте, вот один из жителей города обратил внимание на этот камень, который оказался метеоритом. Он долежал, по нему машины ездили постоянно. Да? Какие признаки у каменных метеоритов, во всяком случае, которые долго лежат? Это наличие ржавчины на поверхности, такой плотненькой ржавчины. Почему? Потому что в каждом метеорите есть железо. Это опять вот то, что дает мне, так сказать, повод заниматься метеоритами, как металлургу по образованию. А оно, полежав в земле, конечно, от условий будет ржаветь. Вот это один из характерных признаков для находок. Вот где метеорит озерный, это давно пролежал в Курганской области. Видите, такая форма. Но все-таки, конечно, всегда возникает вопрос, как обыкновенный камень, булыжник отличить от метеорита. Они, конечно, плотность у них чуть побольше, то есть он выглядит в руках тяжелее по сравнению с такими вот земными породами, которые имеют такие же размеры. На поверхности свежих могут быть ригмоглипты, да? Свежих напоминает, может, форму снаряда, если он большой и хороший кусок. Вот темная кора плавления – один из характерных признаков. А на изломе они такие серенькие. И если есть там еще шарики, так, примерно миллиметрового размера, несколько миллиметров, то это тоже хороший признак. И если сделать шлиф, то есть пришлифовать, по крайней мере, то там точно можно увидеть вкрапление металлического железа. То, что они имеют намагниченность в самой разной степени, это тоже, так сказать, за счет наличия железа.
железа. А вот которые долго пролежали на воздухе, они, конечно, приобретают ржавый цвет. Но теперь еще не бывает чего в метеоритах. Они не проплавляются насквозь. То есть со шлаком их путать не надо. Они никогда внутри не расплавлены. Отсутствует слоистость, потому что это результат только, вот, так сказать, на Земле можно в породах увидеть. Нет карбонатных пород, как правило. Как правило, в метеоритах, да. Сейчас вот на нашей же конференции, так сказать, все ищут карбонаты там в веществе, доставленные с астероидов и так далее, для метеоритов. И окаменелости тоже до сих пор. Есть у нас несколько ученых, которые доказывают, что там есть находки, так сказать, фасилок всяких, раковин, и отпечатки фауны. Ну, это на любителя, так скажем. Ну и то, что они падают не горячими и в форточки не влетают, мы с вами уже разобрали. Ну вот где тут метеорит? Два образца, один из них метеорит. Верхний совершенно, это кусочек асфальта, хотя внешне похоже. Да. Здесь где? Ну здесь осколки, да, видно. Это нижние, это железные фрагменты, а это шлаковые. Там метеорит еще признаки, там нет таких газовых пор. Газовых пор. Ну, это правда о тектитах, это стекло, ладно, мы на них не будем останавливаться. Вот это все псевдометеориты. Это которые приносили вот к нам в лабораторию, так сказать, по каким-то признакам люди говорят, заинтересовались. Сейчас очень много, у нас там под столом прямо у меня лежит не одна горка, и выносить жалко, все-таки люди приносили, с ним мы работали, как-то определяли. Ну, а теперь несколько еще исторических моментов. Вот видите, с 1986 года работала студенческая метеоритная экспедиция. Она была единственная в России. Ну, тут, видите, каждый год самые разные районы России. России. Это делалось для того, чтобы идея была какая? Ну хорошо, метеориты попадают в музей, а вот оттуда получить-то его для исследования, это задача непростая. Поэтому мы в экспедициях, грубо говоря, собирали вещество, чтобы студенты могли работать с ним. То есть могли его, так сказать, ну, известные типы, нередкие типы, те, которые можно, в принципе, так сказать, было расходовать, ну, переводить во что-то для исследования. Ну, тут до 2012 года самые разные районы. Потом было Челябинское событие. Ну, а потом у нас появилась возможность сделать первую экспедицию в Антарктиду. Я тоже покажу. Зарубежные были, пустыни Ирана, чего там, Монголии, Чили. И даже вторая экспедиция в Антарктиду. Ну, мы сейчас как раз это немножко, может быть, побольше коснемся. Вот это та идея, которая была заложена в работу первой экспедиции. Конечно, те приборы, которыми мы работали, они сейчас просто смех вызывают, потому что там тоже в Сихоталинском метеорите металлодетектор, он брал на глубину 3-5 сантиметров и больше. Да. Нынешние приборы позволяют заглянуть и отыскать вещество 3-5 метров. Ну и вот Челябинское событие, опять возвращаемся к нему, потому что но оказалось, что мы вот фактически за счет этих длительных экспедиций получили опыт, который нам позволил не ошибиться в интерпретации того, что произошло при падении Челябинского метеорита. Потому что было несколько уникальных явлений. 10 дней была ясная погода. 10 дней не было снега. Любая дырка в снегу могла привести к метеориту. Как раз так называемые снежные морковки. Как это было, так сказать, потому что это уже смоделировано и хорошо показано, что здесь происходило, пробивалось снег, а снег все равно имеет разницу температур, засыпание, уплотнение, короче говоря, если обкопать эту дырочку, то можно было перевернуть, и с другой стороны обязательно был маленький кусочек. Я не говорю о больших фрагментах. Ну и самый большой, конечно, это тот, который наделал шуму, сделав 8-метровую дырку в озере Чебаркуль.
Чебаркуль. Ну, и мы сразу, так сказать, отправили в тот же день ребят туда с экспедиции. И вот что получилось. Через 2 дня ребята по ходу, буквально в 50 метрах собрали вот эти крупинки на белом снимке. Крупинки, вот они видим на ладони. Вечером они были доставлены в лабораторию. Мы буквально ночью провели анализ, и ночью объявили уже в интернете, что это каменный метеорит, ничего больше. Ну и вот это фактически, как сказать, ну, сделала имидж нашей лаборатории. А вот эта дырка, опять же, сотрудники нашей лаборатории магнитометрии, они провели магнитный анализ и показали, где там лежит вещество. Ну и команда поисковиков, водолазов «Алиут», совершив, так сказать, невероятный, я считаю, даже на уровне подвига, потому что это озеро, значит, 8 метров воды, потом идет сапропель, а потом еще отложение столько же, 8 метров. Так вот он пробил все, дошел до дна. А как тут работать водолазом? То есть вот там очень опасно, так сказать, как это все по какой-то щели, все это могло быть закрыться. Ну, в общем, команда под руководством там Мурзина Николая, они достали, наконец, уже публично при всем, при народе вот этот камень, который выглядел вот таким образом, он как свеженький, видите, он черный. Он только еще запах, наверное, уже потерял, после того, это было в октябре. Но, к сожалению, вот в таком виде он лежит в Челябинске. Он сржавел с поверхности. То есть надо было, ну, как-то его обезводить, что ли, сначала. Убрать воду, ну, грубо говоря, там, не знаю, бочку спирта хотя бы вылить на него. Ну, высушить, просушить, да, как-то. Так, теперь Антарктида, несколько комментариев. Вот первая находка метеорита была сделана русскими геологами. Метеорит Лазарев в 1961 году еще, которые работали недалеко от Новолазаревской. Так? Но потом в 1969 году около японской станции научная экспедиция обнаружила в одном месте совершенно разные типы метеоритов. Вот тогда и возникло, то есть это так называемые участки голубого льда около горы Ямато, самые первые находки. Ну и вот то, что там японцы собрали уже 17 тысяч метеоритов, это, так сказать, другая история. Но вот в этот момент родилась теория, как происходит накопление вещества в Антарктиде, на участках голубого льда. Ну, идея, в общем-то, достаточно простая, потому что лед с купола Антарктиды двигается, да, он описывает рельеф, ветра сильнейшие, где-то лед поднимается над горкой, да, навстречу лед, а он как транспортер все, что нес, выкладывает. Потому что ему горку не преодолеть, значит, да, а лед то сублимируется, испаряется, как угодно сказать. И вот эти участки голубого льда являлись аккумуляторами большого количества метеоритов. Ну и, конечно, это экспедиции, вот японцы, потом американцы, Ансмед, там каждый год работают. И в настоящее время, конечно, антарктические метеориты, во-первых, дали всю статистику, потому что там ничего потерь нет, и по карманам ничего не растащили. Все, что упало, оно вот, так сказать, лежит. Ну, вот если, грубо говоря, вы в Магадане будете в музее, да, то можно сказать, что у них там все метеориты, с исключением одного, железные. Ну, потому что при золотой добыче добывается только железо. А на самом деле статистика дает где-то 4,5% всех железных метеоритов. Ну, там были найдены и метеориты с Луны, с Марса. Ну вот американцы работают вдоль главного хребта антарктического. А теперь история наших экспедиций. Были попытки, еще когда существовал комитет по метеоритам, вот в 1979 году, в 1981, сотрудники комитета, да, Андрей Валерьевич Иванов, так сказать, Цветков и так далее, но они просидели на станции, потому что по нашим законам они не могли покинуть пределы станции без организации санного поезда.
Вот деньги Академии наук до того, чтобы долететь до Новолазаревской были, а дальше нет. Ну и там по технике безопасности все, конечно, не так все просто. А нужно автономно. Мы тогда еще поставили задачу, что я с альпинистами разговаривал, с нашими первыми восходителями и на Эверест и так далее. Говорю, какие проблемы? У вас холодовой опыт, вы имеете опыт работы на высоте и так далее. Антарктиду надо осваивать. А вот первую экспедицию нам удалось организовать нашему уже университету, когда эта программа там 5.100 появилась, да, первую экспедицию. Это все мастера спорта в самом разном виде, туристы, даже снежные барсы тут есть, так сказать. Вот это первая команда, задача которой была показать, что можно работать автономно в лагере на льду, удаленно от станции, обеспечивая, так сказать, полностью безопасность. Но они все были, в то время они все были сотрудники нашей лаборатории. Ну, вот октябрь 15-го, так сказать, ну, здесь показана география, то есть Новолазаревская, там дальше забрасывались еще на лед. И там 2 недели провели, неделю просидели. Почему? Потому что был такой шторм, что там выйти невозможно было из палатки. Ну, там временами надо, конечно, подгадывать, чтобы не попасть. Вот. Они Новый год там встретили, как раз 15-й год. Ну, вот видите, даже ананас, по-моему, из Кейптауна притащили были с собой, как же без этого. Ну, вот там, да, вся команда. Ну, а что-то единственное, после шторма лед голубой, действительно был голубой, но за неделю поисков было найдено несколько образцов, очень интересно, потому что у них тоже опыта работы антарктического-то не было, но участники экспедиции там были, половина из них. Вот. Ну вот, что метеорит, что не метеорит, 19 килограммов образцов они привезли, среди них есть уникальнейший, совершенно свеженький хондрит, кора плавления у него просто такая вот, ну, остеклованное, черное такое свежее падение. Ну, а вторая экспедиция, вот, которая была уже, она в основном за счет спонсорских денег, ну, тут у нас и космонавт Серега Куцевичков, и 2 проректора по науке, ну, в общем, у них еще сложнее. Это было время ковида. Как они туда добирались, это отдельная песня, минуя все препоны, то есть долететь до Антарктиды. Ну и везло еще в отчасти. Но там им не повезло, потому что они попали совершенно в аварийную ситуацию, потому что шторм, 2 дня они работали. То есть шторм буквально завалил палатку, но был еще сильнее. Ну, была такая экстренная эвакуация. Это были 2 попытки вот наших антарктических экспедиций. Ну и еще, конечно, пустыни тоже имеют особый механизм накопления вещества, потому что когда песок раздувается, все, что сверху падало, оно остается на подложке. Остается найти такую подложку и собирать метеориты. И это делается в большом количестве. Ну вот наши же экспедиции, они работали в Иране. Иран – это самая жаркая пустыня. Чили – это самая сухая пустыня. Монголия оказалась самая зеленая пустыня. Почему? Потому что в тот год прошли обильные дожди, но она зацвела. Ну, все завершалось находками самых разных метеоритов, там разные, конечно, условия, в каждой стране свои правила общения, так сказать, с монголами у нас, так сказать, ну, мы получали только вещество на регистрацию, а потом назад все вернули, потому что это под запретом находится. Ну и, конечно, вот единственное, я рассказал все, что это делается у нас в Уральском федеральном университете. Ну вот, пожалуй, все. Но это тезисно, потому что все эти вопросы можно раскрывать как угодно. Есть вопросы какие-нибудь? Вы позволите, у меня Следующий. есть вопрос на правах ведущей. Да-да, Могу я задать вам вопрос, Виктор Ильич? конечно. Скажите, пожалуйста, добыча или использование полезных ископаемых на астероидах, в метеоритном веществе и так далее. Это все-таки фантастика или в этом есть какая-то перспектива? Ну, честно, на мой взгляд, это пока фантастика. Почему? Потому что многие разговоры о добыче
о добыче полезных ископаемых. Они там точно так же, так сказать, рассеяны, даже в железных метеоритах, там, ну что, говорят, добыча платиноида. А там все равно содержание это в ppm. Это просто перемножено на объем этого астероида и сказано, что там запасы, простите, миллионы тонн. Я думаю, что на Земле не хуже, не хуже. Вот, поэтому конечно, в Люксембурге, он там, я не помню, лет назад создали три горнорудные компании проект, да, по добыче вещества на астероидах. Разговоры ведутся и публикации появляются. Но я считаю, что нам, нашему поколению, это не увидеть. Вот с этим был связан мой второй вопрос. А стоит ли оно того? Вот, есть ли там действительно то, ради чего стоит тратить такие усилия и такие деньги, или все-таки действительно все есть у нас на Земле? Ну, во-первых, все есть на Земле, ничего необычного там нет на астероидах, это раз. А во-вторых, я бы хотел все-таки обратить внимание, что есть более актуальная задача планетарного масштаба. Это все-таки обеспечение астероидной безопасности. Ее бы надо решать раньше, чем добычу ископаемых где-то на астероидах. Да, есть много всяких версий, но пока это фантастика. Я честно скажу. Про астероидную безопасность поподробнее можно? Не, ну астероидная безопасность, вот мы каким образом участвуем в этом деле, что ли, как материаловеды, потому что, в принципе, надо знать, прежде всего, что к нам летит, из чего оно состоит, да, и как на него воздействовать, потому что, естественно, разные совершенно механические характеристики и так далее. Вот у нас буквально даже доклад здесь на конференции есть на эту тему. Это испытание вещества разного типа, там на предмет ударного воздействия. То есть, что быстрее разрушить, что нет. Но опять же, это тоже некоторая пока фантастика, но она, мне кажется, более актуальная, чем добыча. Потому что в настоящее время таких возможностей у землян нет. И это вообще-то задача для всей планеты. Одному государству это не решить и не обеспечить астероидную безопасность. Ну, если кратко, так можно. А всяких Ну, а это вариантов... реально все-таки, ну вот, изменять траекторию, там, перехватывать, сдвигать их? Ну, видите, Голливуд нам много подсказок сделал, но это же Голливуд в фильмах, да, понимаете? Поэтому все вопрос взрыва, хотя да, сейчас и ведутся эксперименты, вот известные ударные и отклонения траектории, но это пока еще только самый первый эксперимент. И в настоящее время нет таких ресурсов у землян. Ну, хорошо, тогда успокойте нас, пожалуйста. А Скажите, я успокаивал уже, говорил, что... если в настоящее время, ну, в обозримом каком-то там, в пределах 50 лет, про 29-й год мы слышали. На нашем веку ничего не произойдет. Какие-нибудь события такого, вот типа может Челябинска, может побольше не могут еще произойти, но это не для Земли не страшно. Прекрасно. Я услышала то, что хотела. Ну, я рад. Большое спасибо. Пожалуйста. Виктор Ильич, пожалуйста, для записи повторите вопрос, потому что он не был слышен. Есть ли способы защиты наших станций, спутников от того, ну и противодействия того, что может попасть и разрушить, да. Ну, во-первых, действительно, об этом это давно на эту тему наверняка задумывались. Ну, самое простое – это экраны на каком-то расстоянии, для того, чтобы, так сказать, в основном, конечно, это микрометеориты, с большими телами контроль ведется, и во всяком случае, то, что на орбите, этот мусор, да, они же как-то его разводят, там много чего летает, это невероятное количество всех обломков. Вот такой ответ. Спасибо. Вопрос был, да, куда следующая экспедиция? Нет, но дело в том, что сейчас, конечно, экспедиции, ну, у нас в работе, в этом году у меня участники были же и на Колыме, заявка есть и на Антарктического этого года, но не знаю, вот, так сказать, до моего прибытия за неделю решился вопрос финансирования. То есть все, это уже, конечно, за счет спонсоров.
за счет спонсоров. А так мобильно готово, где что-нибудь зафиксируется, падение хорошее, быстро сосчитается, мы готовы в любой день поехать. Ну, конечно, в радиусе не всей страны, но доступной. Виктор Иосифович, скажите, а это единственная в России экспедиция такого рода? В других университетах есть? Нет. Уникальная. Ну, она вот была уникальная, студенческая, потому что она сначала была создана как студенческая экспедиция. Скажите, Ну, пожалуйста, а вот вы сейчас на международной конференции по метеоритике, да? Скажите, а какие страны самые активные вот в этой области? ну, Америка, Япония. Нет, ну видите, какая ситуация, что значит активная? В области исследования метеоритов или как? Ну, Потому что, исследования, вот, например, собирания, да. китайцы очень активно, так сказать, занимаются, но здесь их почти что нет. Германия и Франция, ну вот, наверное, первые, вот, так сказать, лидеры. И у меня еще один практический вопрос. Я думаю, что, кстати, ни у одной меня возникло желание поискать метеориты после того, как вы подробно рассказали, как они должны выглядеть, какие на них могут быть особенности и так далее. Куда отправлять, если найдем чего-нибудь интересное? Нет, ну, конечно, в каждой стране нет. Если это в России, то у нас, по крайней мере, несколько мест сейчас позволяет диагностировать. Это институт ГЕХИ в Москве, это наша лаборатория, это Новосибирск. Но, кстати, недавно статус репозитория получил еще музей Ферсмана в Москве. То есть, ну, для того, чтобы, да, удостовериться, главное пройти регистрацию, получить доказательства, что это метеорит. А здесь в странах, ну, тоже есть, вот прекрасный, в Брюсселе, например, прекрасный институт естествознания, но там кроме динозавров и метеоритами занимаются. Мы благодарим вас, Виктор Иосифович, еще раз за замечательную лекцию, которая, мне кажется, никого не оставила равнодушным, ни нас, присутствующих здесь, ни людей, которые смотрят сейчас в онлайне. А я напоминаю, что с нами был Виктор Иосифович Гроховский, профессор Уральского федерального университета, член Международного метеоритного общества, замечательный ученый, очень интересный человек, который, по счастью, по редкому стечению обстоятельств смог приехать в Брюссель и выступить в Русском доме в Брюсселе с этой замечательной лекцией инновационным вечером. Большое спасибо вам, Виктор Иванович.